Недельная глава Цав, прикажи. The weekly chapter Tzav, to order. Эта глава продолжает говорить о жертве всесожжения. This chapter continues on talking about Танах говорит, sacrifice. Tanakh says, когда нет у нас храма, when we have no temple, нет возможности физически перенести жертву, there's no physical ability to bring sacrifice. мы должны приносить духовную жертву уст наших. We must bring a spiritual one. Осии 14:3, Isaiah 16:3, Луки 15:18, Luke 15:18, Евреям 13:15. Hebrews 13:14. Молитва A prayer буквально в служении в сердце, is a spiritual individual, подобно жертвоприношениям, like a sacrifice, служению в храме. to serve God, В частности и закон and part of the law об очистке жертвенника from the cleanness of the от злы and of evil имеет отношение к молитве. has parts of to do with prayer. Молясь, человек размышляет о единстве Всевышнего, A person wanting the deeds of the Most High и все его сердце and all of his heart воспламеняется любовью к Творцу must fully come toward the и love of God трепетом перед Ним. and in reaction to Him. И чем больше проникается человек этой мыслью, And the more the person wants to indeed to this mind, тем больше горяч the more this deed испытывает он wants to influence из-за отделенности своей от Всевышнего, toward the deeds of the Most High и огонь любви, and the love of the Most и High благовения, and of the deeds горящий в его душе, and of those that burn of the light становится огнем горячим, become part of the fire, огнем горечи и гнева, the fire of evil, обращенного против животного начала в человеке, led against the person type of deed inside him который не дает ему приблизиться к Богу. that doesn't allow him to come close to God. В этом смысле того, In this purpose, что мясо жертвы, that the meat of the animal, символизирующее животную душу человека, inner part of human, возлагали на огонь жертвенника. has put it upon the fire of the animal. Большая часть жертвенного мяса, The majority of the meat все то, что могло сгореть, that could have been burnt поглощалось огнем. was eaten by the fire. Так и основная сила животной души, Same with the inner battle. огонь ее желаний, The fire of its deed может быть превращено в святой огонь can be returned into полностью. holy fire. Поэтому от жертвы Therefore, from the sacrifice, остается зола. there is no evil. Так и в душе человека остается скорбь и уныние, Same in the inner spirit of the person. вызванные тем, что не в силе его животной души That is led part of the inner перешли в сферу as coming святости. into the sphere of holiness. Зола пепель символ This is уничтожения. This is why this symbolizes destruction, Как говорится, which is said, я прах и пепель. I am dust in front of the Son Most High. Бытие 18:27. Genesis 18:27. Однако служить Богу следует в радости. But we are to serve God in happiness. И потому человек должен освободиться от скорби. And this is why a person must lead away from evil. Жертва всесожжения A sacrifice на огне жертвенника означает is the same thing as influence. человека верующего, который желает принести себя Богу целиком в отдаче любви. Which a person that is holy wants to accept himself as a sacrifice to God in love. К ближнему, как это делал Машиах и его ученики. To his neighbor like Christ did and his apostles. Жертвенник символизирует страдание The altar represents misery и самопожертвование евреев. and self-destruction. Огонь их преданности Торе, The fire that they are truly toward the Torah уподобленный огню, is like как the fire, сказано, as it is written, ведь слова мои подобны огню, for my words are like fire. в деснице его огонь закона для них, From inside the fire of love burns, горящему в ночи that burns within the night, изгнание away from the до fire наступления утра избавления. until the morning comes. Когда Бог снимет When God has taken away с жертвенника золу this type of from the altar и положит возле and жертвенника, puts it by the altar, прекратить сострадание the народа, misery will stop.
в Галуте. of all the people. И затем вынесет золу And from this later on will be taken away в чистое место in clean place, и приведет весь народ and will bring the whole в people страну Израиля, into the land of Israel, то есть желание, стремлящееся к Богу. meaning toward the wanting to come toward God. Так постепенно человек может This is the same way a person can совершенно изменить природу, change the actual inner of nature, качество ей души, the inner of the soul, так, чтобы в его служении Богу that inside of his service to God не было примеси there эгоизма. would be no need of egoism. Он должен исполнять заповеди He must want to obey the laws of не the ради Torah, себя, not for himself, но ради Творца. but for the Most High. Об этом сказано в этой главе. In about this it is said in this chapter, Снимет он he will take away эти одежды, all these clothes природные свойства человеческой души, of misery of the human's body, и облечится в одежды and will put into the clothes другие, of others, качества которые like those that are заново формируются reinformed в человеке, in a person служа Богу. through God.